Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки движения тела по вертикали под действием силы тяжести. И сейчас мы с вами порешаем задачи из очень хорошего сборника задач Московкиной Елены Геннадьевны и Волкова Владимира Анатольевича. Вот. 10 класс, кинематика, раздел 6. Итак, движение тела по вертикали. По вертикали, вот я беру, бросаю, вот это у нас по вертикали. Либо вверх, либо вниз, по вертикали. И движение, здесь сказано, под действием силы тяжести. Вот. Вообще, то, что мы с вами сейчас будем делать, называется свободным падением. А что же такое свободное падение? А свободное падение – это как раз-таки движение под действием силы тяжести. Но почему-то очень часто, когда я задаю вопрос, а вот это вот, когда тело брошено вертикально вверх, это свободное падение? Говорят, нет, это не свободное падение, это свободное поднятие. Это неправильно. Вот. Потому что определение само за себя говорит движение тела под действием силы тяжести. Значит, когда мы бросили тело, кроме силы тяжести, на него ничего не действует. И неважно, оно поднимается вверх или опускается вниз. Либо оно движется вообще вот таким вот образом, если его бросают либо горизонтально, вот так вот, либо под каким-то углом к горизонту, это все равно свободное падение, потому что на тело, кроме силы тяжести, ничего не действует. Это нужно запомнить раз и навсегда. Конечно, если вы подумаете, говорите, ну а что, мы же дышим воздухом, у нас есть атмосфера, да, есть сопротивление воздуха, конечно, есть. Конечно, есть. Но мы будем с вами задачи решать более простым, так сказать, способом. Вот возьмем и скажем, а вот сопротивление воздуха учитывать не будем. Конечно, есть задачи, где нужно это учитывать, но в данных задачах, которые мы с вами будем решать, сопротивление воздуха, тут так и написано, да, пренебречь сопротивлением воздуха. Вот все. Теперь, откуда берутся те формулы, с помощью которых мы с вами будем решать? Во многих своих рассказах и фильмах, где мы решали кинематические задачи, я говорил, что необходимо знать всего-навсего 4 формулы. V равняется V нулевое плюс АТ. Ну, x равняется x нулевое плюс v нулевое плюс v деленное на 2 умноженное на t. И x равняется x нулевое плюс v нулевое t плюс АТ квадрат пополам. И x равняется v квадрат минус v нулевой квадрат, деленное на 2а, где v нулевая начальная скорость, v это скорость, которую приобрело тело через какой-то промежуток времени, а это ускорение, x нулевое это начальная координата, x координата тела через какой-то промежуток времени. Вот все. Ну что, давайте с вами начнем решать задачи, когда тело с какой-то высоты просто-напросто отпускает. Смею заметить, не бросает вертикально вниз, а отпускает. Вот так вот. Да, взяли и отпустили. И смотрим, как оно начинает падать вертикально вниз. У меня, кстати говоря, есть фильм, полная теория, так сказать, движения тела, брошенного вертикально. Можно его посмотреть, но при решении задач мы с вами кое-что вспомним. Итак, с некоторой высоты без начальной скорости свободно падает тело. Длительность падения составляет 4 секунды. С какой высоты упало тело? Вот все. Ну и что же у нас получается? Получается следующее. Вот если мы себе это представим. Представьте себе, вот тело его отпустили, и оно начинает падать. Под действием чего? А под действием силы тяжести. То есть ускорение свободного падения в данной ситуации будет смотреть вниз, туда, куда и будет смотреть и сила тяжести, МЖ. Но поскольку мы с вами говорим о кинематике, я вот этот маленький моментик, так сказать, упущу. Просто нужно понимать, что ускорение свободного падения, оно всегда
будет направлена вниз вне зависимости от того, как мы будем выбирать ось Y. А ось Y можно выбирать и вертикально вверх, и вертикально вниз. Но в данной ситуации самый простой вариант выбрать ось Y, то направление, по которому отпущенное тело будет падать, вот вертикально вниз. Почему? А вот смотрите, давайте вот на любую из этих формул посмотрим. Мы с вами должны найти Y. Почему? А потому что тут Y нулевое будет равно нулю. Здесь ведь 0, я так решил. Правильно? Вот. Значит, мы будем искать Y при условии, что Y нулевое равно нулю. Тогда все эти формулы у нас запишутся следующим образом. Вместо x я буду писать y. А x нулевое, да, кстати, забыл здесь его подписать, да? А x нулевое у нас равно нулю. Это тоже легким движением руки, да, убираем. Все, вот у нас такая формула осталась. Кроме всего прочего, смотрите, v нулевое, оно тоже будет равно нулю, потому что мы что делаем? Отпускаем тело. v нулевое будет равно нулю. Вот. Ага, v нулевое равно нулю. И смотрите, как просто. Раз, v нулевое 0, v нулевое 0, v нулевое 0, а v нулевое 0. Все тоже убрал. Очень хорошо. А сейчас вместо ускорения я могу написать g. Здесь просто ускорение, а здесь ускорение свободного падения. А здесь у нас g, и оно всегда известно. А здесь у нас g, и оно у нас всегда известно. А здесь у нас g, и оно у нас всегда известно. Вот. А v это скорость падения. Вот все. Теперь, что мы знаем? Вот сейчас красивее запишу. gt квадрат, деленное на 2. А мы знаем, что в этой задаче время падения было равно всего лишь напросто 4 секунды. Значит, единственная формула, которой мы можем воспользоваться из всех этих трех, она третья. Вот это вот. Почему? Потому что здесь нужно скорость подрасчитать. Конечно, можно идти окольным путем. Взять и посчитать скорость падения. Она будет равняться чему? G10 от T 4 секунды, да? Значит, будет 40 секунд. Можно подставить сюда, можно подставить сюда, а можно этой формулой воспользоваться. Вот давайте сначала воспользуемся этой формулой, да, для того, чтобы узнать, да, с какой высоты упало тело. Итак, y будет равняться 10 метров на секунду в квадрате, умножаем на 16 секунд в квадрате, делим на 2, секунда квадрат, секунда квадрат. Сократили, и получилось 160 на 2, 80 метров. А вот если мы найдем скорость падения сначала, v равняется gt, и что у нас тогда получится? 10 метров на секунду в квадрате. Да, и умножаем на 4 секунды. Секунду сократили, получили 40 метров в секунду. Такая скорость приземления. То, подставив сюда 40 на 4, 160 поделим на 2. Опять получится 80. И здесь у нас получится 80. 1600 поделим на 20. Да, и тоже будет 80 метров. То есть мы приходим к выводу, вот неважно, я об этом говорил неоднократно, какой формулой с вами мы воспользуемся. Но при огромном, так сказать, решении задач, да, при усидчивости и так далее, вы сразу научитесь, да, искать более короткий путь. Это как птички, которые летят с Европы, да, в жаркую Африку. Вот. Они всегда находят самый короткий путь. Вот. И вы тоже будете находить этот короткий путь по одной простой причине. Потому что вы учите физику на самом суперском канале, который называется «Физика. Это просто». Канал, на котором любые задачи становятся простыми, понятными и доступными. Кстати, мы решали задачу 6.1. Из этого
хорошего сборника. Так вот, если вы еще не записаны на мой канал, я продолжаю. Сделайте доброе дело, запишитесь, буду вам очень признателен и благодарен. Ну, лайк можете поставить. Я возражать не буду. Всего вам доброго, до свидания. До новых встреч.